Когда говорят о ледяной стене, зритель сразу представляет что-то из фантастики. Гигантский ледяной барьер, скрывающий что-то за гранью известного. Но наука утверждает обратное. Антарктида – это материк, покрытый массивной ледяной шапкой, не имеющей ни стены, ни границы. Лед действительно обрывается у океана, формируя ледяные уступы и шельфы, но они не являются стеной в буквальном смысле. Тем не менее, идея ледяной стены живет в сознании многих. Популярные теории заговора, особенно среди сторонников плоской Земли, утверждают, что эта стена окружает весь обитаемый мир. В их представлении она держит океаны, и за ней начинается нечто неизведанное. Но такие утверждения не подтверждаются никакими данными, ни геодезией, ни спутниковыми снимками, ни отчетами экспедиций. Научные миссии не раз пересекали Антарктиду. Там находятся десятки станций разных стран, проводятся бурения, запускаются дроны и спутники. Ледяной континент открыт для науки, хотя и труднодоступен. Все реальные спутниковые изображения и радарные измерения ясно показывают: стена – миф, но миф живуч. А потому в этом ролике мы пройдем весь путь от загадки к объяснению, от вопросов к фактам и разберемся, что за этим мифом скрывается на самом деле. Антарктида хранит тайны, которые действительно удивляют, и при этом полностью реальны. Одна из самых интригующих – гравитационная аномалия в районе Земли Уилкса. Спутники зафиксировали, что в этом районе плотность под поверхностью значительно выше, чем ожидалось. По одной из гипотез, подо льдом может находиться массивный кратер древнего метеорита. Некоторые ученые считают, что он мог повлиять на климат всей планеты. Есть и магнитные аномалии. Например, в районе озера Восток приборы регистрируют резкие скачки напряженности магнитного поля. Это может указывать на наличие подземных структур, разломов, даже древних форм рельефа. Такие особенности помогают строить карту того, что скрыто под толщей льда. Отдельная загадка – тепловые потоки. В некоторых местах у основания ледника регистрируется значительно более высокая температура, чем в соседних регионах. Это означает наличие подповерхностного тепла, возможно, от активности земной мантии. Именно такие участки становятся источником подледных озер. Все эти аномалии фиксируются официально и подробно изучаются. Это не вымысел, не спекуляции, а реальные сигналы, говорящие о сложности и уникальности антарктической геологии. Многие удивляются, узнав, что под толщей антарктического льда скрыты сотни озер. Да, прямо под 2 милями льда существует настоящая водная сеть. Эти водоемы не замерзают полностью благодаря теплу, идущему от земной коры и высокому давлению. Оно понижает точку замерзания воды и сохраняет ее в жидком состоянии. Самое известное – озеро Восток. Его длина превышает 200 миль. Его поверхность изолирована от атмосферы уже сотни тысяч лет. Недавно ученые нашли каналы, связывающие его с другими подледными водоемами, что говорит о существовании целой сети. Исследователи используют спутники и лазерную альтиметрию, чтобы наблюдать колебания поверхности льда. Они указывают на изменение уровня воды внизу. В озере Уиланс бурение показало, что вода подо льдом может циркулировать, переносить осадки и питательные вещества. Эти подледные реки не просто геологический феномен, они активно участвуют в движении ледника, влияя на его скорость и устойчивость. Исследование этих систем важно еще и потому, что оно может объяснить, как климат влияет на внутренние процессы ледяного континента. Невидимый глазу мир под Антарктидой оказался полон воды и движения. Это не фантазия, а одна из главных научных сенсаций последнего десятилетия. В начале 2000-х научное сообщество едва ли верило, что под антарктическим льдом возможна жизнь. Все изменилось, когда в озере Уиланс, находящемся под толщей льда около половины мили, были обнаружены живые микроорганизмы. Эти существа не нуждаются в солнечном свете и фотосинтезе. Вместо этого они используют энергию, выделяемую при окислении химических веществ, таких как аммиак, сероводород или железо. Такой способ существования называется хемосинтез. И это открытие стало настоящим прорывом. Более 3000 разновидностей микробов было найдено в пробах, полученных из подледной воды. Ученые подтвердили, что часть этих организмов способна метаболически активироваться даже при температуре ниже нуля. Это значит, что жизнь может не просто существовать в экстремальных условиях, но и активно развиваться. Образцы были собраны при помощи стерильного бурения, исключающего занос загрязнений с поверхности. Особый интерес вызывает то, что эти микроскопические формы жизни изолированы от остального мира сотни тысяч лет. Их генетические особенности дают информацию о том, как живые организмы адаптируются к экстремальной среде. Программа SALSA продолжает исследования, планируя бурение в новые, еще не изученные озера.
Эти микроэкосистемы подо льдом не только расширяют наше понимание жизни на Земле, но и дают подсказки. Если подобное возможно здесь, то почему бы не существовать жизни подо льдом Европы, спутника Юпитера? Каждый слой антарктического льда как страница дневника Земли. Ученые бурят керны. Цилиндры льда, вытянутые из глубины до 2,5 миль. Внутри древний воздух, частицы пыли, соли, вулканический пепел. Эти микроскопические включения позволяют понять, каким был климат десятки и сотни тысяч лет назад. На станции Конкордия извлекли керн, охватывающий 800 тысяч лет истории. Изменение концентрации углекислого газа, изотопный состав воды – все это показывает, когда Земля переживала ледниковые и межледниковые периоды и как быстро происходили изменения. Сейчас применяются новые методы. Радиоизотоп криптон позволяет точно датировать самые древние слои. Это особенно важно в районах, где обычные методы не работают. Кроме того, сравнение кернов из разных точек континента помогает выстроить глобальную картину климатических циклов. Керны показывают, что изменение климата – это не новость, а часть естественной истории. Но темпы этих изменений сегодня вызывают тревогу. Лед хранит не только прошлое, но и предупреждение о будущем. Антарктическая ледяная шапка вовсе не однородный монолит, а сложная многослойная система с разными свойствами на разных глубинах. Внизу древний лед, возраст которого исчисляется сотнями тысяч лет. Наверху более молодые слои, формировавшиеся сезон за сезоном. Снег со временем уплотняется, превращается в фирн, затем в плотный лед. Каждый слой хранит историю своего времени. Климат, состав воздуха, давление. Средняя толщина щита около 1 мили, но в горах Восточной Антарктиды она достигает 3 миль. Эта масса множеством тонн льда буквально прогибает земную кору. Когда лед тает или теряет массу, возвышение постепенно возвращается. Эффект называется изостатическая компенсация. То есть Земля отпускает лед, как пружина, но медленно. Внутри льда наличествуют трещины, вариации давления и температурные градиенты. У основания щита может быть температура близкая к точке плавления. Благодаря теплу, идущему из глубин Земли, там образуется тонкая пленка воды между льдом и грунтом. Она снижает трение и позволяет льду медленно скользить, создавая быстрые ледяные потоки. Ученые изучают все это с помощью радиолокационной томографии, сейсмических волн и глубокого бурения. С помощью этих методов строятся трехмерные модели внутренней структуры, словно делают рентген ледяного тела. Это позволяет прогнозировать, какие участки могут таять, каким образом лед может реагировать на потепление и как все это скажется на уровне мирового океана. Когда в начале 20 века первые исследователи отправились к Южному полюсу, они сталкивались не просто с неизвестным, а с абсолютной неизведанностью. Руаль Амундсен первым достиг полюса в декабре 1911, проложив маршрут через ледяные плато. Его соперник Роберт Скотт прибыл позже, но погиб с командой при возвращении. Эти события стали не просто страницей в истории, а легендой о цене познания. Температуры достигали минус 80 по Фаренгейту. Люди шли пешком на собаках, без связи, без точных карт. Все, что они видели – горизонт и лед. Они оставляли флаги, описания, иногда тела. Все ради того, чтобы первым взглянуть на неведомую землю. Каждый шаг был борьбой с неизвестностью, с холодом и с собственными пределами. В 30-е годы американская экспедиция под руководством Ричарда Бёрда использовала авиацию и заложила основу научной инфраструктуры. Были сделаны первые аэрофотоснимки. Появилась гипотеза о скрытых озерах и рельефе подо льдом. Интересно, что многие пионеры, не имея научных приборов, отмечали странные звуки, миражи и перепады погоды. Их субъективные наблюдения позже подтверждались приборами. Лед может издавать звуки, атмосфера на юге нестабильна, а миражи возможны из-за температурных инверсий. Первые дневники стали научными документами, а пройденные маршруты – вехами для будущих миссий. Эти люди положили начало целой эпохи полярной науки, рискуя жизнью в поиске знаний и не ведая, какие открытия ждут человечество подо льдом. Антарктида больше не белое пятно на карте. Теперь она наблюдается с орбиты почти в режиме реального времени. Спутники НАСА, ЭСА и других агентств
используют радары, лазеры и гравиметрию, чтобы отслеживать изменения ледяной поверхности. Проекты вроде Cryosat, ICESat-2 и GRACE ежедневно предоставляют данные о толщине льда, скорости движения ледников и даже о массе континента. Cryosat регистрирует тончайшие изменения высоты поверхности, ICESat-2 анализирует отражение лазеров от снежной корки, а GRACE отслеживает гравитационные колебания, позволяющие судить о перераспределении массы. Все это позволяет ученым выявлять, где лед тает, где накапливается и как изменяется антарктический рельеф. Радиолокационные методы позволяют заглянуть под лед и построить карту скрытого ландшафта. Это уже не гипотеза, а подтвержденная топография. Под толщей льда обнаружены горные хребты, долины, древние русла рек. Эти карты показывают, что подо льдом не пустота и не миф, а сложная геология. Данные обновляются регулярно, уточняя модели. Ученые следят за каждым изменением, за каждым сдвигом. Благодаря спутникам удалось доказать, никакой стены или края мира не существует. Есть только лед, земля и наука, способная раскрыть любую тайну, если знать, как ее измерить. Это открытие изменило подход к моделированию климата и показало, насколько динамичен ледяной континент. Новые данные стали ключом к точным прогнозам изменений климата в будущем. Антарктида остается одним из самых труднодоступных мест на планете. Ряд территорий по-прежнему недоступен не потому, что там что-то скрывают, а из-за объективных причин – экстремальный климат, сложная логистика и международные правила. В некоторых зонах температура опускается ниже минус 100 по Фаренгейту, а ветра превышают 100 миль в час, техника просто не выдерживает. Существует Антарктический договор, подписанный в 1959-м. Он запрещает военные действия и коммерческую деятельность, сохраняя материк исключительно для науки. Многие районы, такие как озеро Восток, признаны экологически чувствительными. Доступ к ним ограничен, чтобы не повредить хрупкие и древние экосистемы. Некоторые участки скрыты не от глаз, а от спутников. Орбиты не всегда позволяют охватить все зоны постоянно. Логистические ограничения также огромны. Доставка грузов требует месяцев подготовки и удачного погодного окна. Все это создает впечатление, что туда не пускают, хотя на деле просто физически сложно туда попасть. Однако с каждым десятилетием техника совершенствуется. То, что вчера было недостижимо, завтра станет частью научной карты. Ограничения – это вызов, а не заговор. И каждый новый проект приближает нас к полной картине самого изолированного континента планеты. И хотя ограничения сохраняются, ученые уверены, впереди десятки новых открытий. Главное – терпение, технологии и международное сотрудничество. Сегодня Антарктида не просто ледяная пустыня, а самая высокотехнологичная научная площадка планеты. Здесь работают более 40 постоянных станций из разных стран – США, России, Китая, Германии, Японии и других. МакМердо, Восток, Чжуншань, Конкордия. Эти названия давно стали символами научного присутствия в самых экстремальных условиях. Современные миссии оснащены автономными буровыми комплексами, роботами, дронами и подледными аппаратами. Проект RAID позволяет бурить лед на глубину более 1,5 миль, а программа SALSA – исследовать озера, скрытые под многовековым льдом, не нарушая их стерильность. Эти технологии не просто исследуют, они открывают новый пласт данных о Земле. Научные группы фиксируют микроскопические движения льда, следят за трещинами и отслеживают химический состав атмосферы. Все данные стекаются в глобальные базы и используются для построения климатических моделей. Антарктида – это зеркало глобальных процессов, происходящих с планетой. Важно и то, что миссии часто международные. Даже в периоды геополитической напряженности ученые сотрудничают. Наука объединяет. И именно благодаря такому сотрудничеству становятся возможными самые смелые открытия. Антарктида сегодня – это не край мира, а центр знаний. Место, где правда важнее слухов, а факты звучат громче любой теории. Именно такие миссии стирают границы между странами, открывая мир невыдуманной науки в самом холодном месте на Земле. Существует множество альтернативных гипотез о том, что якобы скрыто за ледяной стеной. Распространены версии о тайных базах, древних цивилизациях, порталах и даже контактах с инопланетными существами. Все это часто подается как утвержденные учеными тайны. Но при внимательном разборе оказывается, что они не выдерживают простых проверок. Классический пример – теория городов под ледом. По ней древняя цивилизация якобы осталась замурованной подо льдом, а стена скрывает ее руины и технологии. Однако ни радарные обследования, ни радиолокационные зондирования не показали ни структуры, ни прямых следов сооружений, отличающихся от естественных формаций.
Другой часто упоминаемый сюжет – базы военных или исследовательские лаборатории, куда не пускают граждан. Но международные договоры и публикации станций открыто фиксируют, кто и где работает на льду. Доступность данных, отчетов и спутниковых снимков делает такие теории крайне сомнительными. Некоторые версии ссылаются на запретные зоны, куда нельзя заглянуть из-за опасности или секретности. Но многие такие зоны попадают под научные миссии или охраняются именно для предотвращения загрязнения древних озер. Ограничения не доказательство заговора, а мера предосторожности. Интересно, что сами авторы теорий редко предлагают реальные доказательства, ограничиваясь домыслами и ссылками на засекреченные источники. Это делает подобные идеи скорее культурным феноменом, чем научной гипотезой. И научный метод – лучший фильтр слухов. Если отбросить фантазии и оставаться в рамках науки, можно выдвинуть несколько гипотез, что, возможно, скрывается под плотным льдом. Одна из них – обширные подледные дренажные системы, сеть озер и рек, соединенных каналами. Мы уже знаем, что такие системы существуют. Гипотеза, что они могут быть обширнее, чем мы сегодня видим. Еще одна гипотеза – древний рельеф, горы, холмы, впадины, которые когда-то были частью суши. Их формы можно увидеть через гравиметрию и радарное зондирование. В некоторых районах данные действительно показывают возможные коренные породы на глубинах подо льдом. Вариант следующий. Субгрунтовые геотермальные источники, влияющие на температуру основания льда, создающие небольшие автономные тепловые участки. Они могли способствовать формированию локальных водоемов, но не целой цивилизации. Такие участки интересуют исследователей, ведь там могут обитать уникальные микроорганизмы. Подобные экосистемы стали объектами бурения и анализа. Ни одна миссия пока не нашла доказательств необычного происхождения подледной жизни, но и не исключила этой возможности. Новая гипотеза касается возможных залежей древней атмосферы, законсервированной в слоях льда. Их исследование может дать ключ к прошлым климатическим катастрофам. Подо льдом не скрыт новый мир, но есть возможность узнать прошлое Земли с точностью, невозможной нигде больше. Мы прошли путь от загадки до фактов. Начав с мифа о ледяной стене, мы узнали, что континент под толщей льда полон реальных структур – озер, гор, трещин, температурных аномалий и даже жизнепригодных микроэкосистем. Но ни одно из открытий не подтвердило существование мистического мира за стеной. Важно то, что наблюдаемое достаточно удивительно и ценно. Лед, скрывая древние слои, дает нам ключ к прошлому климата, истории Земли и тому, как глобальное потепление может повлиять на наш дом. Наука стирает границы между фантазией и действительностью. Мы развеяли популярные версии и открыли реально существующие тайны. Конспирология живет тем, что дает зрителю опыт удивления, но научный подход тем, что ведет к истинному удивлению, основанному на знаниях. И в конце нет стены, но есть лед, нет скрытого царства, но есть история, нет выдуманной тайны, но есть множество настоящих вызовов. То, что замаскировано под ледяным покровом, не фантазия, а предмет изучения, и его изучение – наша общая миссия. Антарктида не дает легких ответов, но именно в этом ее ценность. Реальные открытия важнее любой выдумки, и только научный путь приводит к истине. Именно поэтому каждая новая экспедиция туда – это шаг к пониманию не только южного континента, но и самих себя.